Привет, это Тостер, у нас много интересного о домашней технике, потому что реальные обзоры и тесты. В этом видео мы много будем говорить о кухнях, о встройке, встраиваемой кухонной техники. Есть сейчас новый формат, не просто кухонная студия, а кухонная студия от бренда-производителя бытовой техники. В частности, мы приехали в Haier Kitchen. Такая кухонная лаборатория, технодизайн пространства, где вам создадут кухню и укомплектуют ее техникой, что называется, с нуля и под ключ. В нашем видео мы расскажем и покажем, что такое Haier Kitchen, почему, собственно, сюда стоит прийти за новой кухней, какие преимущества. Выясним это все, ну и техника, конечно, куда же мы без нее. Расскажем про интересную встройку, которая для кухни будет как раз самое то. И она тут, в Haier Kitchen, тоже есть. Поехали! Haier Kitchen – это реально такой новый формат, новый подход к вашей новой кухне на российском рынке. От Haier компания производит бытовую технику и теперь производит кухни, причем как в России, так и в Германии. Есть производство. Об этом мы ниже еще поговорим. В итоге, прямо как на курорте, мы получаем своего рода формат all-inclusive. Кухня и техника известного бренда сразу, два в одном. Наши люди, мы с вами сейчас и в булочную на такси ездят. И вообще, согласитесь, очень требовательные, в том числе к окружающему пространству, тем более к домашнему. Современные тренды в дизайне знаем, и хочется, чтобы кухня выглядела, круто. В Haier Kitchen дизайнов много, от классики до модерна, минимализма, ретро или хай-тек стайл. Просто обозначайте свои пожелания, и дизайнеры все подберут, предложат варианты. Важный момент. У всех же разные хотелки. У кого-то много пространства, кухня большая, простор. А кому-то надо на небольшой площади построить красивую, удобную и функциональную кухню. Так вот, есть разные форматы кухонь, чтобы это все учесть. Линейная кухня – это когда все в линию, в одну, вся мебель, рабочие зоны, экономия места. Кстати, у меня у мамы такая кухня линейная. Г-образная. Понятно, чтобы человек-кулинар был несколько обособлен, все же частично выделенная зона готовки получается. И это, кстати, самый популярный формат кухонь в России сейчас. Классика, по сути, которая всегда работает. А вот чтобы человек-кулинар был полностью обособлен в своей кулинарии, чтобы готовить было максимально удобно, чтобы кайфовать прямо от процесса, нужна П-образная кухня, которая реально так обволакивает почти со всех сторон. Но нужно понимать, что столовая зона в этом случае получается отделена, в том числе может быть совмещена с гостиной. Формат кухня-гостиная, он сейчас тоже популярен. Открытая кухня, наверное, мой самый любимый формат. У меня сейчас дома такая кухня. Это такой кухонный остров, например, с рабочей зоной, с той же варочной поверхностью и вытяжкой, которую можно использовать и как зону-столовую, то есть трапезничать прямо у очага, что называется. Но тут, конечно, уже площади должны быть от 20 квадратных метров, чтобы это все реализовать. Финализирую. В Haier Kitchen получаете подходящий вам формат кухни, облеченный в дизайн, который вам, заходит, который по душе. Напомню, кухни Haier производятся в России и в Германии. Мы еще остановимся на этом немного подробнее. Так вот, в обеих странах работает современное европейское оборудование. И одна из фишек кухонь Haier – это шкантоклеевая технология производства. Смысл в соединении деталей корпуса при помощи деревянного цилиндрического шканта, своего рода деревянного гвоздя и клея. Склеиваются однородные структуры. Это дает высокую прочность корпусов и, в общем, идеальную геометрию без перекосов. Плюс эстетика. Нет видимых заглушек внешних. И к тому же это ускоряет сборку кухни на месте. К вам приезжают собранные модули. Еще кухни Haier – это технологичная европейская фурнитура таких производителей, как Blum, Hettich – это известные в своей сфере европейские бренды. Подъемные механизмы, петли, механизмы выдвижные, чтобы все у вас на кухне комфортно выезжало, заезжало, открывалось, закрывалось, не хлопало, чтобы ничего не громыхало, чтобы кухня в удовольствие. Смотрите,
Это элемент столешницы, который лежит в воде уже пару месяцев, и с ним ничего не происходит. Он не вздувается, не теряет такой товарный вид. Почему? Это снова технология производства кухонь Haier. Кромки с торцами склеиваются при помощи современного полиуретанового клея, пур-клея. Отсюда и название пур-технология. Это, по сути, дает нам монолит. Кромка не отклеивается, не отсоединяется. И главное, полная водостойкость, никакого впитывания влаги через обработанные клеем участки. Ничего не разбухает у вас в процессе эксплуатации кухни. Ну и эстетика. Клеевой шов настолько тонкий, что его просто не видно. Новую кухню всегда хочется побыстрее, чтобы начать на ней новую жизнь. Сроки производства кухонь Haier в России это 40 дней, а если заказываете кухню немецкого производства, подождать придется немного побольше, 65 дней. Это уже сроки от вашего первого посещения салона и заказа до момента, когда ваша кухня готова полностью. Это включает, например, уже и транспортировку из Германии, эти 65 дней. Российское производство, хотя там тоже европейское оборудование, технологии и контроль качества, оно благодаря локализации и облегченной логистике, конечно, и по срокам быстрее, и по деньгам более выгодно для заказчика кухни российской. Тут все логично. А как же санкции, спросите вы? Нет ли задержек из-за вот этих санкционных проблем? А нет. В Haier Kitchen мне пояснили, что ни фурнитура, ни мебельный профиль, и вообще ничего из того, что связано с производством кухонь, не входит ни в какие санкционные списки. Тут нет ограничений. Так что 40 дней кухни российского производства, 65 дней из Германии. Без вариантов. И про денежки. Коротко, но постараюсь, чтобы было понятно. Если у вас есть на кухню 250 тысяч, не вопрос. Приходите в Haier Kitchen, получите полноценную, современную, качественную кухню российского производства. А если денег побольше, 1500, тогда тоже приходите и без проблем заказывайте немецкую кухню. Конечно, это такие усредненные значения, и все индивидуально получается по деньгам. Где-то меньше, где-то больше, но вот для понимания. Вот он, новый формат Haier Kitchen. Это кухни под ключ от известного бренда, как вся мебель, так и вся нужная бытовая техника. Удобно и современно. Но это не все плюсы. Сейчас, во всяком случае на момент съемки и публикации видео, действует скидка 30% на всю технику Haier при заказе кухни в Haier Kitchen. Неплохо, да? Вот я дальше буду рассказывать о встраиваемой технике Haier, и мне будет на 30% приятнее это делать. Да, и прежде чем начнем обзор, сразу поясню. Мы снимаем, по сути, в фирменном магазине Haier в Haier Kitchen в студии. И техника тут, увы, не вся подключена к электричеству. Но главное и основное рассказать о ней у меня все равно получится. Духовка – это же сердце современной кухни. У Haier большой ассортимент, есть базовые недорогие относительно решения, но я рассказываю в этом видео о крутых топовых вариантах. Вот эта супер духовка с шикарными паровыми возможностями. Встроенный парогенератор обеспечивает концентрацию пара до 75%. Это и выпечка, и мясо, и рыба, и овощи. Выпечка получится пышной, если о хлебе особенно говорить. А продукты остальные, они сохранят сочность. Мясо, например. Для каждого типа продуктов есть свой паровой режим, помимо стандартных и комбинированных программ приготовления. А тут еще, кстати, есть пиролиз. Это сильно облегчает очистку духовки от сложных, особенно загрязнений, что наиболее важно. Все, в смысле загрязнения, сгорает при высокой температуре. Духовка остыла, и просто удаляете из нее остатки. Сенсорное управление, дисплей, реальная конвекция, конечно, с кольцевым теном. В общем, реальный топчик. Давайте еще об одной расскажу. Тоже такой профессиональный, можно сказать, уровень. Главные фишки тут — поддержание температуры с точностью до 1 градуса, плюс возможность готовки при низких температурах, начиная от 30 градусов. Но в том числе специальный режим для приготовления
методом sous-vide, то есть в вакууме, при температуре от 60 до 95 градусов. Нужны только специальные вакуумные пакеты. Приготовленные таким способом продукты и блюда, они вкусные и максимально полезные. Очень круто тут реализовано и приготовление с паром. Можно использовать его для разных блюд, чтобы все получалось сочным. А вот для хлеба есть специальный авторежим. Сначала расстойка теста во влажной среде, потом выпечка. Пар помогает тесту хорошо подняться, и в итоге мы имеем ту самую мякоть хлеба, которую так все любят. Мягкая мякоть. Автопрограммы для разных продуктов и блюд тоже предусмотрены. Всего же тут 14 режимов нагрева и, конечно, реальная конвекция. То есть есть кольцевой тен вокруг вентилятора и комбинированные режимы. Благодаря реальной конвекции, кстати, здесь есть режим Air Fry, когда для получения хрустящей корочки на продуктах нужно минимум масла, такое здоровое питание. И как подтверждение профессионального статуса этой духовки, термощуп в комплекте, что существенно расширяет кулинарные горизонты. Прибавьте к этому еще удобное современное управление с дисплеем и поворотным регулятором, которым выбираете нужный режим или опцию и нажатием на него подтверждаете выбор. Телескопические направляющие на 2 уровнях, задняя панель в рабочей камере с каталитической эмалью, плюс есть паровая очистка духовки. Ну и дверца с 3-слойным остеклением для максимально эффективного сохранения тепла и безопасной эксплуатации. И дверца с доводчиком, чтобы плавно, без удара и без хлопка закрывалась. Реально, эти духовки топ для тех, кто не чужд кулинарных экспериментов и хочет действительно высокотехнологичную кухню. На современной кухне, конечно, не должно быть отдельно стоящей микроволновки. Это прямо мое глубокое убеждение. Вся эстетика, весь дизайн к чертям. А без микроволновки сложно. Мы уже привыкли, что быстро можно разогреть, разморозить, все что угодно. Значит, встройка. Опять же, у Haier неплохой ассортимент встраиваемых микроволновок. Вот это у нас тут белая, а есть такая же черная, и черная с нержавейкой, тоже такая стеклянная. Стеклянный фасад, это сейчас модно. Я все жду, когда эта мода пройдет, потому что нам ужасно неудобно снимать, все отражается. А на кухне выглядит красиво. По функциональности есть все, что мы хотим от микроволновки. Микроволны, гриль, комбинированные режимы, размораживание и даже 8 автопрограмм для приготовления разных популярных блюд. Чем черт не шутит, может когда и пригодится. А что еще надо, тем более, когда рядом еще духовка хорошая. 25 литров объем, не маленькая, плюс долговечная нержавеющая сталь, внутри, а не хрупкая эмаль. Нормальная такая современная встраиваемая микроволновка. Вот это тоже очень важно, варочная поверхность. Я буду рассказывать об индукционной, но в ассортименте Haier, конечно, и с зонами нагрева типа Highlight, и газовые, все это есть. Но индукция, как ни крути, эта история наиболее технологичная, а мы же говорим о современной кухне. Не буду сейчас углубляться в саму технологию индукционного нагрева. Мы не раз говорили об этом. Да, вихревые потоки, дно посуды, разогрев, вы знаете. А если нет, welcome в наш плейлист «Техника для кухни». Лучше я расскажу о реально крутой индукционной поверхности вам, которая вот здесь есть, которую нашел в Haier Kitchen. Здесь скошенный край, это и выглядит так симпатично, и в уходе несложно. Сразу меня тут привлекли 2 вещи. Во-первых, есть объединение зон нагрева. Это такая крутая фишка индукции, когда 2 зоны нагрева объединяются в одну, и у вас большое пространство для каких-то нестандартной посуды, например, или несколько небольших кастрюлек можно сразу использовать. И еще управление. Понятно, что сенсорное, слайдер, но это слайдер для каждой зоны нагрева отдельно, а не один на всех, и надо вечно выбирать ту, которая используется. Нет, тут под каждую свое управление. Это удобно и правильно. 9 уровней нагрева, то есть хорошая такая вариативность тепловой обработки под разные кулинарные задачи. Можно бережно шоколад на 1-2 уровне растопить, а можно для чего-нибудь паназиатского мощное обжаривание на 8-9 уровне дать. И вода так тоже быстро закипает. К индукции не сразу привыкаешь, если ранее не пользовался. Но когда привыкаешь, все плюсы становятся явными.
Это и безопасность эксплуатации, и легкость ухода, высокие КПД и экономичность. И еще максимально точное приготовление. Что это значит? Включил — готовится, выключил — тут же перестало, а не продолжает из-за остаточного тепла обычной варочной поверхности стеклокерамической. Это тоже удобно и важно. По вытяжкам тут большой выбор. У Haier есть разные форматы: встраиваемые, потолочные, наклонные. Но вытяжка есть вытяжка. Тут в целом все одинаково. Отличается вот как раз форм-фактор, мощность, как правило, да? Ну, давайте расскажу вот об этой вытяжке. Наклонная. Она мощная. В режиме отвода до 1000 км в час воздухообмен. Есть и режим рециркуляции. Ну, угольный фильтр только нужно докупить для этого режима. 3 скорости работы для готовки вот с разной интенсивностью. Светодиодное освещение рабочей поверхности, но вот у нас не включается оно, и оно долговечное, светодиодоэкономичное и долго работает. Плюс очень важно, что тут периметрическое поглощение воздуха. По всему периметру вытяжка всасывает воздух, что очень повышает ее эффективность. Это вот белый цвет, стеклянная панель здесь, а еще есть такая же черная со стеклянной панелью. Ну и не забывайте, что вытяжка очень полезный прибор. Она бережет кухню от оседания жира, копоти, загрязнений всяких на мебель кухонную, на занавески, на стены. Жаль ведь, если красивая кухня, вот такая, которую в Haier Kitchen можно заказать, быстро потеряет товарный вид. С вытяжкой спокойней в этом смысле. Один из моих любимых бытовых приборов – посудомойка. Я вообще их все люблю. Ну, потому что почти каждый делает нашу жизнь где-то как-то легче и удобнее. Но посудомойка наряду с сушильной машиной, например, это прямо мой такой фаворит. Нашел для вас полноразмерную на 14 комплектов посуды модель. Мой совет: если место на кухне позволяет, берите полноразмерную модель шириной 60 сантиметров. Вот просто поверьте, а поймете потом. Не надо узких, компактных, тем более не нужно. Даже если вдвоем живете, полноразмерная, не говоря уж о семьях побольше, не пожалеете. Спасибо, потом скажете за совет. Тут 3 корзины, это уже данные для современной посудомойки. В верхней отлично моются столовые приборы, различные утварь кухонная, там типа половников, мелкая посуда типа чашечек для эспрессо. И у вас не съедается место в основных корзинах из-за этой корзинки, вот обычной для столовых приборов. Ну и, кстати, съемная эта 3-я полка. Если прям мешает, то в каких-то случаях можно временно убрать. Средняя корзина переставляется по высоте, чтобы мыть посуду разных габаритов. Есть все нужные программы, в том числе интенсивная с температурой воды 70 градусов. Есть автоцикл, когда машина сама оценивает степень загрузки и загрязнения посуды и уже далее оптимизирует алгоритм по времени, воде и интенсивности. Внутри подсветка, это удобно и вообще как-то веселее, но правда сейчас у нас не работает, потому что не подключена машина. А снаружи луч на полу, видно, когда машина моет, а когда закончила. Но я, честно говоря, не представляю современную кухню без посудомоечной машины. Это прошлый век сразу, если ее нет. Вот я переезжал несколько раз, арендовал разные квартиры и, соответственно, варианты просматривал, прежде чем переехать. И очень часто же вот эта печальная история, когда кухня вроде хорошая, но отдельный холодильник просто вдребезги разбивает всю картину и впечатление. Очень редко, когда удается вписать его нормально в дизайн. Но, собственно, зачем все эти мучения, когда есть встраиваемые холодильники, которые точно не испортят внешний вид кухни? Нашел здесь вот этот, он вместительный, у него хороший объем, высота 194 сантиметра, тут для всего есть место. Классические полки из закаленного стекла, они реально выдерживают большую нагрузку. И, о боги, тут 2 контейнера для овощей и фруктов. Я очень не люблю смешивать овощи и фрукты, тем более, что условия хранения разные для них часто. А тут можно отдельно все хранить.
или можно в одном контейнере, а второй, ну, для хранения других продуктов использовать. В общем, мне так с двумя контейнерами и полноценными такими внизу очень удобно. Инверторный компрессор у этого холодильника, это энергопотребление снижает, и тише холодильник работает, и меньше износ благодаря отсутствию постоянных включений и выключений. Про плюсы инверторных холодильников мы не раз говорили уже, и есть все функции, актуальные для современного холодильника. Тут тебе и суперзамораживание в морозилке, и суперохлаждение в холодильном отделении, все с автоотключением. И есть режим отпуск, когда морозилка в обычном режиме работает, а холодильная в экономичный уходит. Ну, то есть продукты длительного хранения норм хранятся, пока вы отдыхаете на Хайнане. А скоропортящиеся, ну, логично ликвидировать перед отпуском. Конечно, во всех отделениях no frost, никакого ручного размораживания. Электронное управление с дисплеем, ну, то есть мы получаем полноценный холодильник, и он встраиваемый, не мешает, не портит дизайн кухни. Используйте, черт побери, встраиваемые холодильники для ваших красивых кухонь. Видите, что получается? Мы в одном месте здесь, в Haier Kitchen, получили полный комплект, что называется. Все включено. И саму кухню тут сделают, скомпонуют, помогут с дизайном. А вариантов дизайна, как вы видели, много. И сразу можно тут же быстро все укомплектовать техникой. Понятной, современной. Ну, реально, техника Haier, она в топе сейчас, это не OEM производство, свои заводы, своя техника и реально интересные и полезные технологии. Мне нравится такой подход, такой формат, действительно лаборатория такая кухонная, где кухня создается с применением современных технологий и, конечно, знаний специалистов. Что касается непосредственно техники встраиваемой, ну, я по большей части ориентировался на более интересные в технологическом плане модели. Они, как правило, и подороже, но у Haier такой ассортимент, что можно подобрать технику именно по своим возможностям. Причем даже в базовых категориях, ну, вы получите нормальные современные устройства, технику. Я знаю, о чем говорю, потому что, ну, неплохо очень знаком с техникой Haier. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсации, мы просто рассказываем о том, как она реально работает и чем нам с вами, пользователям, полезно. Делитесь видео с теми, кому актуальна новая кухня и новая встраиваемая техника на нее. За лайк и подписку спасибо. Заходите также на Toster.ru, наш Яндекс.Дзен. Подписывайтесь на нас в Телеграме и соцсетях. Там не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте. До новых обзоров и тестов. Пока!